Всем привет! Я знаю, что я долго отсутствовал, поэтому извините. Так скажем, я вернулся. И начинаем читать мангу One Piece. А перед этим подписывайтесь, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, и оставьте комментарии. Мы начинаем. 1060 главу, называемая «Мечта Луфи». В первой странице показано, как корабль плывет по бескрайнему морю. Вдруг новости про убийство отца Виви. Луфи в этом сильно не согласен. Робин думает то же самое. Революционная армия объявила войну Тенрюбита. Король Алабасты Кобра был убит начальником штаба революционной армии Сабо. Его дочь принцесса Виви пропала без вести. Луфи хочет плыть на Алабасту, а Зора в море Джоа, а в бочке липкий болван пытается услышать, о чем они толкуют. Луфи и остальные мужики спорят между собой, какой план предпринять, чтобы спасти Виви. Чоппер плачет, что отец Виви мертв. Усоп говорит, что король Алабасты лучший правитель, а Нами беспокоится за Виви. Джимбей говорит, что собрание королей было довольно неспокойным. Фрэнки спрашивает о брате Луфи. Брук не слышал, что народ Алабасты когда-нибудь жаловался на своего правителя. Все остальные очень сильно беспокоятся, а Зора их успокаивает. Зора спрашивает про то, что сказал Луфи про Эйса. Тогда он сказал, что у Эйса свое собственное приключение. Зора говорит, что Луфи верил про то, что пока не настанет критический момент, он сам сможет справиться. Зора верит в Виви и остальных пытается переубедить в этом. Луфи, Нами, Санджи и Чоппер обзывают его как могут. Они очень многое пропустили, пока были в Вано. Упразднение системы Шичибукай, появление Кросс-гильдии, становление Йонка клоуна Баги. Робин читает газету и спрашивает Луфи, хочет ли он послушать, что там написано, но Луфи хочет услышать только действительно крупное. Робин соглашается с этим. Луфи говорит, что Саба не виновен на 100%. Мечта Саба была увидеть мир и написать об этом книгу, а Луфи закричал, что собирается стать, и дальше слова обрываются. Три брата дали обещание друг другу. Затем Луфи что-то сказал, но это остается в тайне. Луфи сказал что-то серьезное, и это услышали остальные члены его команды с удивлением и опасением. Другая половина тоже и даже восхищены. Усоп не верит, что кто-то может сделать чего-то подобного, а Луфи не преклонен. Луфи спрашивает их, что он им об этом не говорил, а Усоп стоит на своем. Он говорил об этом только своим братьям и Шанксу. Робин спрашивает, какая была их реакция. Луфи отвечает, как было. В конце мечты у Луфи что-то еще есть. Джимби смеется над мечтой в лучшем смысле. Чоппер поддерживает. А Нами намокла. Чтобы осуществить мечту, ему надо поскорее стать королем пиратов. Для этого надо найти 4-й Понеглив указатель и отправиться на Рафтель. Робин говорит, что последний Понеглив указатель уже не видели очень давно, и у них ни единой засыпки, где его искать. Новый мир. Штаб-квартира морского дозора. Дозорные перехватили звонок Сабо. Он не скрывает звонок замаскированным Денден Моши. Они нашли, где он находится. В королевстве Лулусия. Гарасеи удивлены. Оказывается, это одна из 8 наций, которые восстали несколько дней назад. Лысый говорит, что ясно. Гарасеи что-то придумали. Революционеры рады слышать, что он в порядке. Саба кричит Драгону о том, что он не убивал короля Кобру. И дальше крича говорит что-то про море Джоа. Новый мир. Королевство Лулусия. Небо потемнело над королевством. Люди увидели, что это происходит наверху. Короля Лулусии и принцессу Каманы держат под стражей. Их бывшие подчиненные не хотят убивать, поэтому ждут признания. Что-то произошло в тронном зале Пангея. Сабу увидел на троне, в котором никто не должен сидеть, на самом деле кто-то был. Но
он не был пустым. На небе появился какой-то день. Появился яркий свет и говорит с отделом прослушивания насчет Лулусии. Готовит какую-то атаку. И говорит, что этого королевства никогда не существовало и уничтожает материк одним ударом. Из-за сотрясения моря, где произошел инцидент, вызвал цунами. Несколько дней спустя Саузан Сани они попали в шторм. Джинбей приказывает спустить парус, они почти добрались до острова. Чоппер вырядился в одежду, что дала Тама. Луфи что-то увидел впереди. Нами тоже увидела. Это вихревое течение, которое из-за огромной массы теплой воды выталкивает наружу. Брук говорит, что она похожа на Афро. Далее, они должны убраться оттуда, пока она не затянула их туда. Луфи увидел, что там кто-то есть. Санджи услышал женский крик внутри вихря. Пытается что-то предпринять. Зора хочет разрезать его. И потом он разрезал его пополам. Чоппер прибыл на службу, и его ветер сразу же снес. Улетел далеко от корабля. Луфи поймал Чоппера, но самого тоже сдуло ветром. С вихря кто-то выскочил. Это была одна из худшего поколения обжора Джеверли Бонни в форме ребенка. Автор говорит, что это была случайная встреча, но она маленькая. На этом все, глава заканчивается. Продолжение прочитаем в следующей главе. Подписывайтесь, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, и оставьте комментарии. Всем пока!